Всем привет! Вы на канале Дычаковская Handmade. Меня зовут Мария. И в этом видео я предлагаю связать со мной такой кардиган-кимоно. Это модель оверсайз со спущенным плечом. Здесь есть разрезы по бокам. И можно пояс завязывать как поверх спинки и полочек, так и только полочки завязать, а спинку оставить свободной. Также можно носить, не завязывая вообще, если, конечно, у вас не очень ветрено. Пряжа. Для вязания кардигана я использовала бобинную смесовку. 10% кашемир, 40% меринос, 30% вискоза и 20% полиамид. 1500 метров в 100 граммах я брала в 4 сложения. Итоговый метраж выходит 375 метров на 100 грамм. Для вязания такого кардигана подойдут кардные составы шерсти, меринос, джелонг, ягненок, кашемир, также смесовки с вискозой, шелком и так далее. Те пряжи, которые плохо держат резинку. Весит кардиган вместе с поясом 465 грамм. Спицы. Для лицевой глади я использовала спицы 3,5 мм, а для всех резинок спицы номер 3. Моя плотность в лицевой глади 21,5 петля и 29 рядов в квадрате 10 на 10 сантиметров. А плотность в резинке 1 на 1, 21 петля и 34 ряда. Размеры. Мои параметры: обхват груди 88 сантиметров и рост 1,67 м. Так как кардиган большой и не помещается в кадр, я использую технический рисунок. Ширина спинки в районе груди 62 сантиметра. Ширина одной полочки без резинки 27 сантиметров. Высота самой высокой точки плечевого скоса и до конца резинки по низу 78 сантиметров. Плечевой скос 26 сантиметров. Высота плечевого скоса 10 сантиметров. Высота проймы, вот это вот участок, 20 с половиной сантиметров. Глубина V-образного выреза, вот это вот расстояние, 31 сантиметр. Давайте ближе покажу. Ширина горловины, вот это вот участок этот, вот, без резинок, 23 сантиметра. Длина рукава вместе с резинкой 45 сантиметров. Ширина рукава в самой широкой части 22 сантиметра. Резинки по низу 10,5 сантиметров и по манжету 10 сантиметров. Ширина планки вот этой вот и резинки по разрезам по 5 сантиметров. Далее еще немного фото кардигана на мне и начнем вязать.
Так, начинаем наше вязание. Первым делом мы будем вязать спинку снизу, и это будет у нас резинка 1 на 1. И набирать петли мы будем итальянским набором. Берем спицы номер 3 миллиметра. Вот так вот перекручиваем. Это будет первая петля. И далее вот так. Это будет лицевая. А если вот так, то изнаночная. Лицевая, изнаночная. И таким образом мы набираем всего 95 петель. Лицевая, изнаночная и так до конца. Покажу еще, как последнюю петлю, как закончить. 93 это изнаночная, 94 лицевая и последняя петля обычным способом закрываем. Еще раз. Вот так. И затягиваем. Все, набрали 95 петель. И теперь вяжем. Полую резинку мы вязать не будем, просто начнем вязать, как обычно, резинку 1 на 1. Смотрите внимательно, чтобы петли не были перекручены, чтобы все было ровно. И начинаем нашу резинку. Первая будет изнаночная. Так. И далее лицевая. Лицевые я вяжу, подхватывая нитку вот таким способом, как бы сверху. У меня так получается ровнее лицевые петли в резинке 1 на 1. Вы вяжите, как вам удобней. Так. Чтобы не перекрутилось, нужно смотреть лицевые петли в эту сторону, в правую смотрят, а изнаночные в левую. Таким образом контролируете петли. И вяжем так резинку до конца ряда, а далее я потом скажу, сколько связать всего рядов. Довязываю первый ряд резинки и последняя петля лицевая. Так, первый ряд готов. Всего нужно провязать 10 сантиметров резинки. У меня это 36 рядов. Вяжем резинку. Резинка по низу спинки готова. У меня здесь получилось 37 рядов от вот этого наборного края. И в сантиметрах это получилось 12 сантиметров. Должно быть 10, но так как эта пряжа дает усадку, я связала 12. Смотрите по своему образцу, как повела себя пряжа после стирки. У меня она усаживается в высоту. В ширину она не меняется, а в высоту она, получается, сокращается петля. Поэтому вы обязательно смотрите, как у вас по образцу. Рассчитывайте в 10 сантиметрах в высоту и в ширину. И тогда делите, чтобы знать в 1 сантиметре сколько петель. И потом уже умножать на нужное количество сантиметрах. Вот. Резинка готова. Получается, в ширину она должна будет быть 45 сантиметров в ширину и в высоту 10. Вот смотрите, какая разница после стирки. Вот резинка до стирки и вот после стирки. После резинки нужно будет вязать лицевой гладью. Для этого меняем спицы. Резинку мы вязали на 3 миллиметра. И теперь переходим на лицевую гладь и на спицы 3,5 миллиметра. Нужно будет связать лицевой гладью 32 сантиметра. Но опять же, это уже сантиметры, когда уже пряжа усядет. Поэтому
Я считаю, что мне в рядах нужно будет провязать 102 ряда. А в сантиметрах уже я посмотрю, сколько это получится. Поэтому смотрите обязательно по образцу, сколько вам нужно провязать рядов. Итак, провязали после резинки 102 ряда лицевой гладью. И еще один ряд я провязала, чтобы последний был лицевым, и здесь можно было уже поднимать петли для резинки. Еще я расширяла полотно кверху. Получается, что прибавила с обеих сторон по 7 петель равномерно. Первые две прибавки по бокам были в 21 ряду от резинки. В виде, я провязывала эти прибавки в виде накидов, и получается в лицевых рядах, а в изнаночных изнаночными скрещенными. Вот так они выглядят. Это в 21 первой прибавке, и еще 6 прибавок в каждом 11 ряду. Вот. И получается, после последней прибавки я провязала еще 23 ряда. Вот. В сантиметрах вот этот участок лицевой глади у меня получился 37 сантиметров. И теперь, после того, как мы провязали этот участок спинки, нужно будет поднять по кромочным с обеих сторон. Сначала с одной поднимем, потом с другой. По кромочным поднять петли. На спицы берем уже 3 мм для резинки, 1 на 1. И провяжем здесь резиночку 19-20 рядов и закроем иглой. Значит, с каким шагом поднимаем? По лицевой глади поднимаем с шагом из каждых двух кромочных 3 петли. А где у нас будет резинка, из каждых 4 кромочных поднимем 5 петель. Вот. И начинаем поднимать петли. Берем спицу 3 миллиметра или крючок, кому как удобней. И с первой же кромочной поднимаем. Получается 1 кромочная, 2 кромочная. Так, не попала. Есть. И 1 петлю в перемычку между кромочными. Тут такие 2 ножки. И между ними вставляем спицу. Получается из вот следующей кромочной, из каждых 2 кромочных 3 петли. И далее опять 2 кромочные. И между кромочными. Ну и вот что получается. Они как будто бы разделены, каждые 3 петли. Так, до конца лицевой глади поднимаем, а дальше еще покажу, как по резинке. Итак, дошли до резинки, и здесь по кромочным из каждых, получается, 4 кромочных у нас будет 5 петель. Поэтому поднимаем 1 кромочная, 2, 3, и в перемычку между кромочными. Находим ее. И вытягиваем. И еще одна. И вот получается из 4 кромочных у нас 5 петель. И дальше опять 3 кромочные просто поднимаем. 2,
и теперь в перемычку. И пятая. И так до конца резинки. 3 кромочных перемычка, 3 кромочных перемычка. Стоп. Нет, 3 кромочных перемычка. Дальше 4 кромочных перемычка, 4 кромочных перемычка. Вот так вот. Получается, одну петельку на 5 петель у нас прибавляется. Давайте еще раз. Вот кромочная. Дальше вторая, третья и четвертая и перемычка. И теперь опять 4 кромочных просто поднимаем. Здесь просто в резинке другая плотность, потому что мы вязали спицами 3 миллиметра, ну и плюс сама резинка, она у нее другая плотность, чем у лицевой глади, потому здесь поднимается с таким шагом. Получается 4 кромочные и перемычка, а здесь получается 2 кромочные и перемычка в лицевой глади. У вас, конечно, может быть своя какая-нибудь плотность. Я считаю всегда по образцу, уже постиранному. Четыре кромочных и теперь перемычка. И остается у нас просто 4 кромочные. Всё. Вот мы подняли петли по одной стороне. Здесь можно оставить спицу, в принципе, 3,5, ну или переснять на нитку, если вам неудобно. Все равно мы будем далее тут тоже вязать. Вот, подняли петли по одной стороне и вяжем резинку 1 на 1, 19 рядов. И дальше закроем иглой. И начинаем вязать резинку 1 на 1. Первую снимаем как кромочную. И первую провяжем лицевой. Ну а далее уже все просто. Чередуем лицевую и изнаночную. И вяжем резинку 19 рядов. Так, готова резинка с этой стороны спинки. Провязали 19 рядов. В сантиметрах это 6 сантиметров. И теперь берем иголку, обрезаем нитку чуть больше 3 длин всего вязания. Обрезаем и берем иголочку. Будем зашивать наш край. Так, приступаем. Значит, первая петля у нас лицевая. Ее мы просто вот так вот прошиваем на себя. Смотрите, чтобы она не сильно была растянута, можно чуть подтянуть. Так, есть. И вторая у нас изнаночная. Изнаночную мы, получается, на себя прошиваем. Тоже одну.
И возвращаемся к этой лицевой, которая была прошита. И сшиваем ее со следующей. Следующая лицевая на себя иголку. И вместе 2 лицевых. Так, прошили 2 лицевые. И теперь возвращаемся к изнаночной. Проще всего вот посмотреть, с этой стороны она была лицевая, найти ее. Вставляем иголку в эту изнаночную и сшиваем со следующей изнаночной вместе. Вторую изнаночную иголку от себя, так чтобы петли были друг другу симметричны. Так, теперь возвращаемся к лицевым. Находим ту, в которую мы уже вставляли иголку, которая была вторая, и сшиваем ее со следующей лицевой вместе. И они вот таким вот образом друг к другу стеночкой, получается, прижимаются. Это смотрит в одну сторону, а эта петля в другую. Сшиваем их вместе. Теперь изнаночные. Находим, которую мы уже прошивали. Вставляем иголку. Получается на себя. И следующую от себя. Лицевые. И изнаночные. Опять лицевые. И изнаночные. Находим петлю, обязательно смотрите, чтобы была та. Вот можно нитку вытянуть, которую мы шьем, и сразу появляется эта петля. Так, вот лицевая петля у нас спряталась. И опять лицевые вместе сшиваем. Петля соскочила. Так, есть. Теперь изнаночные. Пряжа очень сухая и цепляется.
Так, ну вот что получается. И сшиваем так до конца. Так, вот это уже конец. И берем еще раз изнаночную. Прошиваем уже с лицевой, которая у нас последняя. Вот и все. Получается, одна сторона готова. И вяжем вторую аналогично. Поднимаем петли по кромочной и вяжем 19 рядов резинки и зашиваем. Так, готовы наши 2 резинки по бокам. И теперь будем поднимать здесь из кромочных петли. Берем вторую спицу и вот эти крайние 5 кромочных, из них будем делать петли. И это будет наш первый ряд. Берем нитку и поднимаем из кромочных петли. 2, 3, 4 и 5. Так, и теперь далее лицевой гладью вяжем до второй резинки и здесь также поднимем 5 петель. И это будет наш первый ряд. Первый ряд готов. Помним, что это уже спицы 3,5. И теперь вяжем лицевой гладью 60 рядов и делаем прибавки аналогичные, как мы делали здесь. То есть одна кромочная, одна лицевая, накид, и в следующем ряду провязываем изнаночную скрещенную. Вяжем 60 рядов, и получается всего нужно сделать с обеих сторон по 8 прибавок в каждом 7 ряду. И далее уже будем переходить к укороченным рядам. Провязали 60 рядов от резинки вместе с прибавками. И на спицах теперь у нас уже 135 петель вместе со всеми прибавками. То есть здесь у нас было по низу 95 петель, потом мы прибавили по телу 7 раз с одной стороны и с другой, захватили еще по 5 петель с резинки и здесь еще прибавили по 8 петель в проймах. И теперь нужно приступать к скосам по плечам. Будем вязать их укороченными рядами в 2 этапа. Первый этап будет легкий. Вот такая вот схема. Я распределила 48 петель на скосы по плечам и 39 петель на горловину. Здесь 16 отрезков по скосу плеча, по 3 петли равномерно. И по горловине здесь у нас центральные 23 оставляем и будем здесь 5 оставлять, потом 2 и 1. И первый этап мы вяжем сначала скосы. Получается 22 ряда. Вяжем одинаково, то есть по 3 петли с каждой стороны мы оставляем. Покажу вам, как это делать.
А далее будем вязать самостоятельно 22 ряда. Итак, первый ряд нужно будет вязать весь ряд и в конце оставим 3 петли. Вяжем сначала просто, как обычно, лицевыми. Связываем ряд первый и оставляем на спице 3 петли. Вы разворачиваетесь удобным для вас способом. Я разворачиваюсь обвитием. То есть я беру одну из этих 3 петель и обвиваю. Вот. И теперь так же самое по изнаночному, по изнаночной стороне вяжем и оставляем 3 петли на спице. Довязываем второй ряд изнаночный и оставляем 3 петли, и одну из них я обвиваю. И разворачиваюсь. И таким вот способом, такими укороченными рядами вяжем 22 ряда. Забыла сказать, что вот эта вот высота проймы, что 60 рядов, у меня в сантиметрах 22 сантиметра. Вяжем каждый раз по 3 петли, оставляем, и всего 22 ряда. И далее уже будем вывязывать укороченные ряды и в горловине тоже. То есть получается, или считайте, можно поставить маркером, считать ряды, вот это начало укороченных рядов, или же отсчитывайте просто сколько разворотов по бокам. Должно быть по 11 разворотов. Итак, довязываем уже 22 укороченный ряд. Опять на спице 3 петли вставляем и разворачиваемся. И теперь нужно с помощью маркеров отделить вот этот вот участок центральный из 23 петель. Здесь мы будем разворачиваться уже по горловине. Для этого нужно отсчитать от самого края или 56 петель, или от нашей обвитой петли 23 петли здесь. И здесь тоже 23. И это уже 23 будет ряд укороченный. И вяжем от скоса до маркера. Итак, дошли до маркера. Его снимаем и вот эту петлю обвиваем. Одну из 23. И теперь закончим сначала правую сторону, а потом уже левую. Опять 3 петли оставляем и разворачиваемся. Так, и по горловине спинки у нас здесь мы оставляем 5 петель. Вот. Это уже будет вторая точка разворота по горловине. 5 петель, и одну из них я обвиваю.
Далее вяжем все петли и оставляем с этой стороны опять 3. Оставляем 3 петли и разворачиваемся. Дошли до горловины и здесь оставляем 2 петли по нашей схеме. С этой стороны 3. По скосу плеча всегда 3 петли оставляем. И последний сейчас будет разворот по горловине спинки. Нужно будет оставить 1 петлю. Вот. Оставляем ее. И разворачиваемся. И здесь получается провязали 3 и 3 осталось на спице. И последний здесь разворот. Все, эту сторону укороченными рядами мы провязали, правую. И теперь переходим на другую сторону. Вяжем аж до вот здесь, до вот этого места. Тут оставим с этой стороны 3 петли и дальше пойдем до маркера. Вяжем сюда, в эту сторону, и подхватываем наши обвитые петли. Я закидываю их на спицу и провязываю вместе с лицевой. Еще раз, вот обвитая петля, закидываю ее на спицу и вместе с лицевой провязываю. И дальше до конца ряда нашего укороченного. Так, довязали тут 3 петли, разворачиваемся. И вяжем до маркера. Так, довязали, маркер снимаем и обвиваем нашу изнаночную петлю. И вяжем до скоса плеча. Три петли оставляем.
вяжем до горловины. Так, одну лишнюю провязала. Вот 5 петель должно остаться. 1, 2, 3, 4, 5. И разворачиваемся. Три петли, разворот. И по горловине у нас 2 петли остается. И одну из них обвиваем. Так. С этой стороны со скоса плеча 3 петли оставляем. Разворачиваемся. Так, и здесь нужно будет по горловине ставить одну петлю. Вот она, и ее же обвиваем. Так, все. Укороченные ряды здесь провязали по левой стороне. И теперь нужно будет провязать в эту сторону до конца и в обратную. И закрыть все вот эти вот, провязать все обвитые петли. Довязываем до конца и еще покажу, как изнаночный ряд. Теперь последний изнаночный ряд вяжем и подхватываем все обвитые петли. Так, здесь вот обвитые петли. Мы также их закидываем на спицу, только с этой стороны. Вот так. И провязываем вместе с изнаночной. Еще раз. Закидываем на спицу. И провязываем 2 вместе. Закидываем на спицу вот эту вот правую дужку и провязываем 2 вместе. Довязываем все петли до конца. И здесь уже тоже подхватим эти обвитые. Связали последний изнаночный ряд и пересняли вязание на нитку. Можно, конечно, на леску или на жгутик, но я хотела на нитку, чтобы показать геометрию, как получается у нас скос и горловина, углубление. Значит, по сантиметрам высота скоса, вот это вот
этот треугольничек, вот эта вот высота, получилась у меня 12 сантиметров. 32 ряда получается. 16 отрезков, 15 точек разворота по скосу плеча. Здесь по 4 разворота по горловине. И получается 12 сантиметров у меня получилось вот это вот расстояние. После стирки, конечно, у меня это все усядет, будет где-то 10. Вот. Спинка готова, и можно приступать к полочкам. Теперь расскажу про полочки. Они вяжутся просто, даже легче, чем спинка. Тут укороченные ряды только по плечам. Вот схема правой полочки. Набираем 49 петель итальянским набором и вяжем резинку 1 на 1, 37 рядов. Спицы для резинки 3 миллиметра. Далее переходим на лицевую гладь и спицы 3,5 миллиметра. Вяжем 103 ряда, делая 7 прибавок с одной стороны. Первая прибавка в 21 ряду и последующие 6 в каждом 11 ряду. К моменту вывязывания вот этих 103 рядов на спицах уже 56 петель с этими прибавками. Далее лицевую гладь мы откладываем и по кромочным петлям вот здесь поднимаем на спице номер 3 миллиметра петли. Помним, что в лицевой глади у нас шаг из 2 кромочных 3 петли, а в кромочных что? По резинке вот здесь из 4 кромочных поднимаем 5 петель. Подняли петли, и это первый ряд, и вяжем еще 19 рядов резинки 1 на 1. Получается в сумме 20 рядов, и в сантиметрах это 6 сантиметров. Далее возвращаемся к основному полотну вот здесь, и в первом же ряду получается мы делаем, это уже 104 ряд, вот отсюда начинаем вязать и поднимаем 5 петель вот здесь из резинки, как мы делали и по спинке, только там мы с 2 сторон поднимали, здесь с одной. Получается, захватываем 5 кромочных вот этой резиночки и из каждой кромочной по одной петле вывязываем. На спицах получается уже 61 петля. И осталось связать только пройму и вырез, V-образный вырез по горловине. По пройме аналогично, как и в спинке, вяжем 60 рядов и делаем 8 прибавок в каждом 7 ряду. А со стороны выреза делаем убавки, провязывая по 2 петли вместе. Если это правая полочка, то получается тут с наклоном влево. Вот они так выглядят. Просто по 2 вместе, отступая 2 петли, то есть кромочная, лицевая 2 вместе. Первая убавка у нас получается в 3 ряду, вот от этого участка, где мы подхватывали из резинки петли. В 3 ряду первая убавка и еще 20 убавок в каждом 4 ряду. Всего здесь по высоте выходит 92 ряда. То есть вместе с вот этими укороченными рядами, которые мы вывязывали вот здесь после 60 ряда. И 34 сантиметра в сантиметрах. По пройме, когда уже связали 60 рядов, в 61 уже начинаются укороченные ряды. 15 точек разворота, как и в спинке. Оставляем каждый раз по 3 петли. И когда отвязаны уже все укороченные ряды, точно так же, как и по спинке, провязываем ряд, подхватывая
подхватывая все разворотные петли. Вот они такие. И еще один ряд в эту сторону, чтобы вот тут вот нитка у нас осталась. Это для того, чтобы было одинаковое количество рядов с левой полочкой и со спинкой. 32 ряда от начала вывязывания укороченных рядов. В левой полочке мы вяжем все зеркально. Единственный нюанс, когда провязали 60 рядов по пройме, то укороченные ряды начинаются не в 61 ряду, а в 62, так как здесь мы разворачиваемся по изнанке. Отвязали 2 полочки уже. Нитку не обрезаем. И теперь нужно будет соединить наши плечевые скосы методом 3 спиц. Только вместо 3 спицы я использую крючок. Все детали одели на спицы, то есть и спинку тоже, и 2 полочки. Здесь желательно оставить маркер. Вот, отсчитать 48 петель, получается это левое плечо. Потому что здесь мы будем сшивать с полочкой. Дальше закроем петли горловины и опять будем сшивать со второй полочкой. Так, берем левую полочку. Крючок. У меня это 3 миллиметра крючок. Ну или вы используете спицы. Тогда спицы 3,5 миллиметра. Берем также деталь спинки и прикладываем плечевыми скосами. Получается вот так вот, лицом к лицу. И ту нитку, которую мы не обрезали, это получается левая полочка, так, мы берем теперь эту нитку и с помощью нее будем сшивать. Давайте поближе камеру. Так. Крючок вставляем, 1 петля с одной спицы и с другой спицы. Подхватываем крючком, вытягиваем петлю. Далее опять 1 петля с одной спицы, 2 с другой. Вытягиваем и сразу же закрываем с петлей, которая у нас на крючке. И далее таким же способом по 2 петли захватываем и закрываем. Сильно тут не затягивайте, но и не сильно расслабленно. Так, чтобы было оптимально, со средней плотностью. Так, закрыли все петли по скосу. И теперь петли горловины. Вот эта петля, которая у нас осталась от закрытия плечевого скоса, мы ее используем для того, чтобы закрывать петли далее в горловине. Это удобнее делать спицами, поэтому берем спицы и будем закрывать обычной протяжкой. То есть, ну, я вяжу по 2 вместе, потом снимаю и потом опять по 2 вместе. Но у меня здесь петли, получается, не той стороной. И нужно будет их переставлять. Можно сразу все переставить или же по очереди. Просто покажу, как я закрываю. Вот так вот. 2 вместе провязываю изнаночной. Эту нужно переставить. И опять одеваю ее на спицу и провязываю 2 вместе.
вот так вот получается. Закрываем так петли. Здесь у нас маркер, который отделяет горловину от плеча. Получается 48 петель по плечу. И ставим маркер. И закрываем все петли горловины. Закрыли петли горловины. Вот, получается, у нас еще одна петля на спице остается. Дошли до маркера. Маркер можно снять. И берем вторую полочку. И прикладываем ее лицом к лицу. Здесь уже можно взять крючок. И далее опять тем же методом закрываем второй скос плеча. Только получается у нас вот это вот еще есть петелька. Берем одну петлю, вторую, провязываем вместе и закрываем. Так, тут можно подтянуть ниточку, которую мы обрезали. И далее так же самое. Получается, таким безотрывным способом мы закрыли сразу и плечевые скосы, и горловину. И так до конца. Сшили второй скос плеча. Нитку можно оборвать или обрезать. Можно вытянуть, а можно сделать узелок такой небольшой, чтобы не распускалось. Так, есть. Получилась вот такая вот штука. Сшитая. В камеру не помещается все. Ну, в общем, плечи мы сшили, и теперь можно, в принципе, и планку связать, а можно начинать рукава. Планку поднимать будем точно так же, как мы вот эти вот боковые резиночки вязали, с таким же шагом. Получается вот по лицу из резинки поднимаем по кромочным, дальше из лица. И вот этот участок, где у нас горловина спинки, здесь получается из каждой вот такой петельки по одной петле будем поднимать. И вязать точно так же резинку 1 на 1, 19 рядов, как и здесь, чтобы они у нас были одинаковые. Ну что, вяжем планку. И далее уже будем делать рукава. Итак, готова наша планка резинкой 1 на 1. Она вязалась аналогично, как и резинки по разрезам, по полочкам и по спинке. Единственный нюанс здесь, когда я начинала закрывать иглой, у меня здесь первая петля после кромочной была лицевая, поэтому я сшила сначала 2 петли лицевыми, потом одну изнаночную прошила, и далее уже действовала по стандарту 2 лицевые, 2 изнаночные сшивала, как и по разрезам. Вот. Планку отвязали в таком же количестве рядов, как и по разрезам, то есть 20 рядов вместе с наборным рядом, и закрыли иглой.
И далее приступаем к рукавам. Один рукав я уже связала. Вот как он выглядит. И теперь покажу, как вязать, как набирать. Вот тут вот, здесь у нас по сути получается отдельно вперед и спинка. И нужно, набирая рукав, соединить. Получается, что вот эти вот разрезы формируют подрез рукава. И резиночки вот эти идут внахлёст. Спинка накладывается наперед и вывязывается по кругу рукав. Для того, чтобы набирать рукав, нужны короткие спицы номер 3,5. И берем, накладываем резинку спинки на резинку полочки. Вот так. И по вот этим вот кромочным петлям резиночки начинаем формировать рукав. Находим вот эти кромочные. Вот начнем вот с первой вот этой. Давайте ближе. Вот первая вот это будет кромочная. И первую кромочную второй резинки. Вот. И начнем поднимать здесь петли. Берем нитку. И сразу же получается два полотна мы соединяем. Первая петля — это будет начало ряда. И далее вот так вот поддеваем сразу 2 кромочные и вытягиваем петлю. Получается всего где-то 5 кромочных. Три. 4 и вот еще по одной. Так. И далее уже начинаем двигаться по кромочным проймы. Вот здесь у нас прибавки были. Здесь такой же шаг, как и мы набирали резинку по лицевой глади. То есть из 2 кромочных нужно набрать по 3 петли. Так, находим первую кромочную. Первая. Вот такая растянутая, подтягиваем. Вторая. И одну петлю, как мы уже делали, между кромочными, находим вот такие вот 2 ножки. И вытягиваем между кромочными одну петлю. Вот. Раз, два, три из 2 кромочных. И далее опять 2 кромочные и одну из вот этой перемычки. Так, далее по стандарту двигаемся. И вот здесь доберем одну дополнительную по центру, чтобы было нечетное количество вот этой головки рукава. Дошли до шва плечевого. Здесь вот последняя петля была в перемычку. И теперь поднимем 3 петли. Одну из центра, вот из этого шва.
Смотрите аккуратно, чтобы все нитки подцепить. Это будет как бы центральная петля и третья. И далее опять уже в перемычку и 2 кромочные. И двигаемся так до подреза. Подняли все петли для того, чтобы вязать рукав. И теперь давайте отметим маркером начало ряда. Это вот первая петля. И вяжем до плечевого шва. И далее будем расставлять маркеры, чтобы вязать укороченные ряды. Вяжем просто лицевой гладью до шва. Довязали до шва, подхватили вот эту петлю, которая у нас центральная, которую мы вытягивали из шва. И теперь нужно маркерами отметить места, где будем разворачиваться. Значит, вот эта центральная петля, от нее отмеряем еще по 10 петель в каждую сторону и ставим первые маркеры. Так, здесь получается вместе с этой будет 11. 4, 6 и еще 5. Так, первые. И с этой стороны получается 10. Получается, что вот этот участок будет всего 21 петля, которая будет ровной. Так, это первые маркеры. И далее еще нужно будет, с этой стороны будет всего 6 точек разворота и с этой. То есть просто с интервалом в 3 петли ставим маркеры. Так, с этой стороны есть 6 маркеров. Получается через каждые 3 петли. И далее еще с этой. Ставили везде маркеры. И теперь вяжем укороченными рядами. Это нужно для лучшей посадки. Хотя, конечно, плечо у нас и так спущенное, но будет небольшая головка у рукава. Такой окат. Получается по 6 точек с каждой стороны. Это будет 12 рядов. Окат рукава. И вяжем до первого маркера. Дошли до маркера, снимаем его и разворачиваемся. И вяжем до следующего маркера. Дошли до второго маркера, получается по изнанке снимаем. И эту петлю, вот эту, которая следующая, мы ее обвиваем. И вяжем так укороченными рядами. И далее уже просто будем вязать по кругу. После последнего маркера, после вот этого, просто по кругу рукав. И
получится вот такой вот. Сейчас найду рукав. Вот. Получается вот это вот разница небольшая, потому что чтобы здесь не сильно тянул вот этот шов. После того, как свяжем все укороченные ряды, вяжем просто по кругу и делаем убавки. Убавки я просто здесь примерно наметила серединку, вот где вот этот подрез, и по 2 вместе убавляла, парные убавки. Первая убавка у меня в 9 ряду, и далее следующая, каждая следующая в 5 ряду. Всего получается 17 убавок парных. И вот эта вот длина рукава до резинки, если мерить от плечевого шва, 37,5 сантиметров у меня. Здесь получается от шва 102 ряда, а от подреза получается на 12 меньше, то есть 90 рядов до резинки. Сама резинка 12 сантиметров. Если вот в таком виде, если ее растянуть, она, конечно, будет короче. В таком виде 12 сантиметров, это у меня тут 35 рядов. И в последнем ряду перед резинкой я равномерно здесь убавила всего 14 раз. То есть где-то 3 петли лицевых, 2 вместе, 2 петли лицевых, 2 вместе. И таким образом в одном ряду я убавила сразу 14 петель. Тоже просто по 2 вместе. Вот такие вот места. И далее резинкой 1 на 1. Все просто. И закрыла иглой. Покажу еще, как закрывать иглой по кругу, как начинать и как заканчивать. А далее все просто. После укороченных рядов вяжем просто по кругу рукав. И когда дойдем до манжета, резинку 1 на 1 вяжем методом Magic Loop. Ну или если у вас нет таких спиц удобных, можно, конечно же, чулочными вязать. Резинка на спицах 3 мм, рукав на 3,5 мм. Итак, от подреза по рукаву мы провязали 89 рядов. И остался один ряд лицевой глади по рукаву, в котором нужно сделать будет 14 убавок. Вы смотрите, какое у вас количество петель. Если, например, нечетное, то тогда можно сделать 13 убавок или 15. Главное, чтобы потом, когда будем переходить на резинку 1 на 1, было четное количество петель. Итак, и этот ряд последний. Для него я беру спицы меньшего размера, то есть 3 миллиметра. И сразу же буду так вязать, чтобы потом уже вязать Magic Loop'ом. То есть этот ряд просто вяжем с убавками, расставляем через 2 петли, через 3, просто по 2 вместе провязываем. И далее примерно вот здесь посередине будем вытягивать петлю. Провязали, например, 2 петли и далее 2 вместе. И таким образом делаем убавки для того, чтобы заузить рукав и сделать вот такой вот манжет. Так, дошли примерно до серединки, и можно теперь вытянуть спицу. И будем теперь вязать Magic Loop'ом. Тут такая вот петля получается.
Здесь должно, смотрите, подтягивайте ниточку, чтобы не было дырки. Так, есть. И теперь опять вытягиваем спицу. И смотрите, чтобы здесь оставалась петля. Так, подтягиваем. И теперь следующий ряд вяжем просто резинкой 1 на 1. У меня сейчас на спицах 50 петель всего. Получается вот с одной стороны петелька и с другой. Вяжем дальше резинкой 1 на 1 35 рядов. Довязали 35 рядов резинки 1 на 1 по рукаву и обрезаем нитку чуть больше 3 длин всего вязания и берем иголку. И теперь будем зашивать наши петли. Так, первая петля лицевая. Берем ее, прошиваем на себя. Так вот разворачивая. И снимаем со спицы. Так, лицевая есть. Теперь нужно вернуться к предыдущей изнаночной и прошить ее со следующей изнаночной. Берем ее. Внимательно смотрите, чтобы не было перекручено на себя. И сшиваем со следующей от себя. И они получаются симметрично друг к другу. Получается, прижимаются стеночками задними. Вот, и сшиваем эти две. А далее уже все просто. Шьем по 2 лицевые, 2 изнаночные. И смотрите тоже, чтобы они друг к дружке были симметричны. Это все. И так до конца сшиваем. Теперь возвращаемся опять к изнаночным. И в конце еще покажу, как соединить в круг. Последнюю петлю со спицы сняли. И сейчас будем соединять. Так, только что были лицевые. Теперь нужно отыскать изнаночные. Вот эту изнаночную нашли и с следующей, которая у нас напротив, вот она. Мы ее прошивали второй от начала. Нужно ее найти. Вот она. Прошиваем 2 вместе. И еще раз лицевые. Вот эту последнюю с первой лицевой.
Как найти лицевую? Можно просто приложить вот так друг к дружке эти петли, и вот она напротив. И вот так еще раз прошили. Все, получилось незаметно. Ниточку можно спрятать вовнутрь, например, используя вот такие вот дужки, и вытягивать. Далее, значит, рукав готов. Вяжем второй также, и можно будет постирать. А пока кардиган будет сохнуть, будем вязать пояс. Сохнуть он будет долго, потому что он большой. Так, вот рукава, все готово. Остался только пояс. Для того, чтобы вязать пояс, берем спицы 3,5. Можно круговые, можно чулочные. И набираем итальянским набором 18 петель. Первая изнаночная, вторая лицевая. И таким образом набираем 18. И закроем последнюю обычным способом. И теперь вяжем полой резинкой. Сначала провяжем, получается, изнаночные мы снимаем в каждом ряду, лицевые провязываем. Это такая полая резинка. Изнаночные снимаем, лицевые провязываем. Изнаночные снимаем нить перед работой, лицевые провязываем. Последнюю петлю провязывайте как вам удобно. Я провязываю изнаночной. Так. И вяжем так пояс нужной нам длины. Действия все время повторяются. Изнаночные снимаем, лицевые провязываем. Итак, довязали пояс, закрыли петли здесь иглой, точно так же, как мы закрывали по резинке 1 на 1. Пояс получился 165 сантиметров. В рядах, думаю, нет смысла это говорить, потому что, ну, я все равно посчитала, у меня это 357, по-моему, рядов. Да, 357 рядов. Это получается только вот по лицевой стороне. И по этой, получается, это в 2 раза больше рядов. Ну, вы считаете все равно по сантиметрам. Может быть, вам даже надо больше длину пояса. Но мне 1,65 м достаточно. Осталось его постирать. А кардиган я уже постирала. Вот как он выглядит.
большой получился такой. В общем, довязали мы кардиган. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Вяжите с удовольствием. Если возникнут какие-то вопросы, конечно же, задавайте в комментариях. Я с радостью отвечу. Удачного вам вязания и до новых встреч!